Знакомы ли вам такие пары, семьи, где, когда вот муж и жена с детьми находятся, вот возятся, что-то делают, быт организуют, то отношения у них, в принципе, нормальные. Отношения лучше, чем когда они остаются без детей. Когда они остаются без детей, например, дети у бабушки или там уехали куда-то на каникулы или в школе, муж и жена начинают чувствовать друг друга, себя, да, в отношениях, как и чужие люди. Типа уже ничего не связывает, все остыло, любовь прошла, завяли помидоры. В этом видео я разберу вот такую ситуацию, почему так бывает, и что можно сделать, чтобы улучшить отношения, чтобы они были все-таки между мужем и женой, а не только между ролями мама-папа. Потому что, конечно, это грустная история. Во-первых, почему так бывает? Давайте начнем с этого. Очень важно понимать всегда причину, чтобы понимать дальше, как на это воздействовать. Как правило, в таких парах очень-очень много недосказанности и обид. То есть, вероятно, муж и жена в данной ситуации являются людьми, в характере которых, да, в привычках есть такая склонность замалчивать проблемы, пускать все на самотек, не решать в моменте, на эмоции как бы заглатывать, не выдавать какие-то реакции на эмоциях, копить эти проблемы внутри огромным грузом. А когда при детях вроде как они думают, такая тоже есть привычка, что при детях не надо о проблемах. И тогда вроде как при детях становится можно выйти из своих обид на время, отсоединиться от них и быть дальше семьей. А когда детей нету, обиды, все вот эти недосказанности подкатывают, а люди не готовы их решать, а люди не готовы разговаривать. А навыка наладить диалог, да, говорить о проблемах нету. Это значит, что в этой паре есть проблема именно в сфере конфликтов. Это люди, вероятно, которые боятся вообще даже слова «конфликт». Им неприятно. Слово «конфликт» ассоциируется у них с чем-то нехорошим, отрицательным. Как, знаете, у некоторых людей слово «злость» ассоциируется тоже с чем-то негативным. Хотя злость – это абсолютно наше базовое, нормальное чувство, которое вообще-то дано нам природой для того, чтобы оно нам помогало. И конфликты – это тоже наше базовое, нормальное такое состояние, потребность конфликтовать для того, чтобы мы могли налаживать какие-то процессы, чтобы мы могли отстаивать свои границы в отношениях, чтобы могли настроить отношения таким образом, чтобы нам обоим было максимально хорошо из возможного. И если конфликтов не бояться, то тогда не нужно будет замалчивать, проглатывать и терпеть, и уходить от решения проблем. И тогда проблемы не будут так копиться, да, вот таким комом снежным нарастать. И тогда не нужно будет оказываться вот в этой неприятной ситуации, когда без детей мы чужие люди. А что для этого нужно? Для этого нужно учиться строить отношения. Потому что если мужчина и женщина оказались в этой ситуации, значит, вероятно, что в их семье, когда они были детьми, их папа и мама проживали что-то подобное. И там они схватили эту ролевую модель. И тогда, если мы с детства интуитивно не научились по-другому, то во взрослом возрасте нужно учиться уже этому осознанно, узнавать про отношения. Приглашаю вас на мой курс, ссылка внизу. Первая ступень бесплатная, поэтому вы ничего не теряете, а только приобретаете. Дашуль, раз ты со мной сегодня участник видео, мы в Черногории в красивой сидим, у детей каникулы, они вот с нами в рабочей поездке. Расскажи, а твои папа и мама конфликтуют? Мы когда-нибудь ругаемся с папой? Раньше было несколько ситуаций, когда из каких-то пустяков для меня родители могли, не совсем ругаться, но я бы это назвала ругаться, но они говорят то, что это немного по-другому, чем ругаться. Но сейчас такого больше, мне кажется, не бывает. Редко, то есть, да? Да. Мы ругаемся. Как интересно. А видела когда-нибудь, чтобы бабушка с дедушкой ругались? Да. Да, то есть они почаще. Бабушка, дедушка – это мои как раз папа и мама. Даша очень много времени с ними проводила раньше. Они ругаются иногда, да? Они не так тоже часто ругаются, но были, то есть, иногда ситуации, когда они ругались. А как тебе кажется, кто более правильно ругается? Дедушка, бабушка, папа или мама? Кто, то есть, более как-то правильно, что ли, ведет себя, когда ругается? Я не знаю, потому что мне кажется одинаково, потому что, мне кажется,
Я не знаю, просто мне кажется, это одинаково. Одинаково? Да. А ты не любишь конфликтовать с кем-то? Не любишь ругаться? Не люблю. Не любишь? Тебе тоже кажется, что ругаться это что-то плохое? Да. М. Но это же помогает, да, иногда получить то, что хочешь, объяснить. Иногда да. Ты как думаешь, реально ли прожить всю жизнь и вообще никогда ни с кем не ругаться? Нет. То есть, наверное, лучше научиться правильно ругаться, чтобы было эффективно. То есть так ругаться, чтобы сохранять при этом отношения Да. и скорее как бы договариваться, да? Да. Видите, какой полезный будет у меня курс? Потому что там в блоке конфликты как раз проходим эту тему. Дашуль, твой вопрос не по теме. Во что ты играешь? В Роблоксе в Майнкрафт. О, Майнкрафт. Ладно, на этой интересной игривой ноте мы с вами закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте в комментариях, пишите, спрашивайте, инсайты, мысли, делитесь. Если досмотрели до конца, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.